Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем говорить о рынке жилой недвижимости города Суммы. Традиционно поговорим о том, что произошло с недвижимостью, с жилой недвижимостью на протяжении одного месяца, то есть это колебательные процессы, посмотрим. И, конечно же, в конце видео будем говорить о том, что происходило с недвижимостью на протяжении одного года. Вот такой ретроспективный ряд я вам покажу. Конечно, будем говорить о первичном, вторичном рынке в разрезе классификации. Ну и сразу хочу, друзья, предупредить, так сказать, не обзывайтесь, не бросайте меня испорченными продуктами питания, но город Суммы, или точнее недвижимость города Суммы за 2 месяца, январь-февраль, с какого-то перепугу стала расти. Это прифронтовой город, и аномальное поведение рынка недвижимости, по-другому я не могу это назвать. Потом попробуем поразмышлять, с чем это все-таки может быть связано. Ну и вы, конечно же, напишите, у кого есть какие соображения по этому поводу. Друзья, смотрим подготовленный мною материал, как я люблю говорить традиционно, через призму времени и цифр. Постараемся разобраться в процессах, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости города Суммы. Начнем, друзья, традиционно с обобщенных данных. Перед вами карта северо-восточного региона, куда входят 4 крупных областных города-центра. Сегодня мы говорим о городе Суммы. Да, кстати, вверху вот там появится ссылка, вверху я имею в виду, там вверху экрана вашего, где вы можете посмотреть полностью отчет по всему северо-восточному региону, то есть по всем 4 городам. Сегодня мы, напомню вам, уделим внимание и время только лишь городу Суммы. Итак, февраль месяц, 2026 год. Население 264 тысячи, это довоенное население, друзья. Сейчас я так думаю, что живет, наверное, порядка, может быть, 100 тысяч. Ну, кто из Сум меня смотрит, можете написать. Визуально вы в любом случае видите, больше населения стало, чем до войны, или меньше. Я думаю, что меньше. Меньше тысяч на 100-150, наверное, это так. Посмотрите, как близко находится граница с Российской Федерацией, и на территории уже Сумской области идут активные боевые действия. Количество предложений, друзья, на рынке жилой недвижимости, первичный и вторичный рынок, это 6280 квартир. Выставлено было для продажи в феврале месяце 2026 года, что на 1,7% меньше, чем это было в январе месяце. Но данный факт связан с тем, что, если вы помните, декабрь, январь и середина февраля по всей Украине выносили, так сказать, энергетическую инфраструктуру. То есть города были без света, нет электричества в розетке, нет интернета. Ну, я как бы говорю о банальных вещах, которые, очевидно, вы тоже знаете, да. И доступ в интернет был, скорее всего, ограничен, поэтому, так как мы мониторим крупные интернет-порталы, сайты, где выставляются для продажи объекты жилой недвижимости, то мы заметили, что, в общем-то, почти на 2% активность по предложениям снизилась. И это связано с отсутствием электричества. Это мое предположение, еще раз. Также прошу обратить внимание, что выборка 6280 – это репрезентативная выборка. И мало того, что она еще релевантная, то есть сюда попали именно недвижимость жилая в соответствии с классификацией. Поэтому, когда мне говорят, да быть такого не может, что растет стоимость квадратного метра, мы говорим сейчас о колебательных процессах. На колебательные процессы может повлиять все, что угодно. Но выборка, еще раз показываю, репрезентативна. Ошибка статистическая
ну, сводится практически к минимуму. Почему? Потому что, ну, такой объем информации, кто знаком со статистикой, тот, в общем-то, подтвердит, наверное, мои слова. Поэтому, друзья, растет рынок недвижимости по стоимости, колебательные процессы. Завтра, возможно, он начнет снижаться, но об этом мы поговорим позже. Итак, социальное жилье, буду говорить только о процентном соотношении, выросло вторичный рынок на 0,66%. Вторичный рынок квартир эконом-комфорт бизнес-класс выросли за месяц на 0,17%. Переходя к первичному рынку недвижимости, мы видим ту же самую положительную динамику роста. Это впервые в 2025 год весь практически прошел под знаком, так сказать, снижения стоимости квадратного метра. Да, это тренд был. А вот первые 2 месяца 2026 года почему-то нам стали показывать незначительную, но все-таки динамику роста. Итак, эконом-класс, первичный рынок подорожал на 0,50%. Первичный рынок, квартира комфорт бизнес-класс также подорожали на 0,29%. Итого, подводя итоги, по сводным данным мы видим, что все сегменты рынка недвижимости, это первичный и вторичный рынок, показали динамику роста, также все классы, которые, так сказать, мы с вами прошлись по ним, да, тоже показали динамику роста стоимости квадратного метра в течение 1 месяца. Внизу сводные данные по всему региону, можете их прочитать. Я не буду на этом заострять ваше внимание, так как, еще раз повторюсь, видео было записано по всему региону буквально 2 дня назад, вы его можете найти и, так сказать, посмотреть. Переходим от обобщенных данных к таким данным, которые более декомпозированы или же подробные. Перед вами карта, класс социальное жилье. На карте вы видите 2 административных района города Сумы. Бросается в глаза, что наибольше всего подорожал Ковпаковский район на 0,92% за месяц. Ну, друзья, кто из Сум смотрит, то есть это старый район, здесь, в общем-то, достаточно, так сказать, старый жилой фонд. Почему он подорожал почти на 1%, несложно сказать. А вот Заречный район, это новый район, там и жилищные комплексы более-менее такие современные. Здесь мы видим, что меньше подорожала недвижимость на 0,42%, напомню, всего лишь за 1 месяц. В целом рост плюс 0,66% по данному классу жилья в городе Сумы. А следующий слайд, здесь мы будем говорить о квартирах эконом-класс. Конечно же, эконом-бизнес-класс это у нас также вторичный рынок. Рост плюс 0,17%. Также можете посмотреть в разрезе административных районов, что произошло с недвижимостью в абсолютных цифрах, стоимость квадратного метра и рост в процентном соотношении. Следующий слайд посвящен первичному рынку. Квартиры эконом-класс показали динамику роста 0,5% за месяц. Ничего себе, да? Смотрим стоимость квадратного метра в абсолютных цифрах и в разрезе административных районов. И рост в данном случае видим также уже в процентном соотношении за месяц. И последний слайд, посвященный, так сказать, вот этим колебательным процессам длиною в 1 месяц. Первичный рынок, комфорт, бизнес-класс. Это квартиры, не сданные в эксплуатацию, напомню вам, мы говорим о первичном рынке. Здесь динамика роста плюс 0,29%. Можете посмотреть по админ-районам, что произошло в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра. И в данном случае рост в процентном соотношении. Еще раз, друзья, напомню вам, посмотрите на географию расположения Сумской области города Сумы. Показываю указочкой. Вот это граница с Российской Федерацией. То есть граничит с Курской областью, по-моему, немножко еще с Брянской областью. Там один переход, наверное, есть. Ну, если не прав, то поправите. Но, по-моему, и с Брянской областью есть, Сумская область граничит. То есть плюс активные боевые действия в Сумской области проходят. Поэтому с чем связан рост, ну, просто не могу себе предположить. Еще раз могу только сказать, что это колебательные процессы длиною там, в месяц-два, в квартал максимум. Да? То есть они ни о чем пока не говорят. Ну,
цифры мы зафиксировали, и я вам их, так сказать, показал. Следующий слайд, заключительный, это самый интересный слайд. Тенденции, это все, что происходило с недвижимостью на примере класс социальное жилье, город Суммы. Посмотрите, как вел себя рынок. Февраль 2025 года, это у нас 4 месяц, апрель 2025 года, мы видели незначительную также динамику роста, то есть вот эти колебательные процессы. Здесь мы видим 2 месяца рост, здесь у нас было 3 месяца роста в начале года. И потом, соответственно, мы увидели, как стоимость стала снижаться. То есть динамика очевидна, и снижение происходило до декабря 2025 года. Январь и февраль месяц город Суммы показал опять незначительную динамику роста. Но в целом за год мы видим, что снижение составило минус 0,86%, ну до 1%. То есть это очень немного для прифронтового города, друзья. Также мы считаем, я и компания Lim Consulting, готовим индексы рынка недвижимости Украины для крупных украинских банков системных, национальных, также для иностранных банков, которые работают на территории Украины. Давайте вас ознакомлю с данными индексами или с данным индексом. Вот здесь показываю указкой на примере социального жилья вторичный рынок. Индекс стоимости жилой недвижимости в город Суммы показывает нам он отрицательный 0,991. Друзья, что такое индекс рынка недвижимости? Почему наша работа очень востребована? Ну, во-первых, индекс недвижимости – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости недвижимости во времени. Считается он просто, если у вас есть статистические данные. Показываю на примере социального жилья. 460 делим на 464, получаем снижение в процентном соотношении за год, ну, в данном случае минус 0,86%, и индекс отрицательный 0,991. Друзья, немного рекламной паузы. Еще раз повторюсь, я и компания Lim Consulting готовим подобные индексы для финансовых учреждений. Я также знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых структурах, в банках, это управление по рискам, по риск-менеджменту. Данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине, кто знает, как меняется стоимость недвижимости также во времени. Поэтому синергия наших знаний и помогает, в общем-то, и вам в вашей сложной работе, сложном бизнесе. И мне, так сказать, заниматься наукой, развиваться дальше и работать в компании Lim Consulting на данном рынке, тоже очень непростом, консалтинговых услуг. Поэтому, друзья, для того, чтобы меня найти, вы можете посмотреть описание канала, там есть телефончик Viber, это киевский телефон, есть кипрский телефон. В общем, можем с вами созвониться, списаться, как будет удобно, составим техническое задание, и вы раз в квартал будете получать, обычно мы делаем это раз в квартал, получать полную информацию, что происходит с недвижимостью, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые средства. Еще раз напомню, вы знаете, как меняется стоимость денег во времени, а я знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. Вы будете получать полный отчет о том, что произошло с недвижимостью, сравнивать квартал к кварталу текущего года к прошедшему году, то есть тренды будете видеть. Подешевела недвижимость, которая находится в залоге в вашем финансовом учреждении, или же выросла стоимость недвижимости. Ну, в общем-то, наверное, все с рекламой. Теперь давайте, подводя итоги, зафиксировали снижение 1%, в большую сторону возьмем. И я закрываю пока слайдов, что будет происходить с недвижимостью города Суммы до конца года. Друзья, я практически не сомневаюсь, я не знаю, чем вызваны колебательные процессы на протяжении 2 месяцев вот этого роста, но я практически не сомневаюсь, что мы будем видеть
до конца года снижение стоимости квадратного метра. Я думаю, что в районе, наверное, там по 0,5% снижение будет каждый месяц, то есть вот несложно посчитать. 10 месяцев, да, и по 0,5%, ну, в районе, может быть, 6% мы будем видеть снижение к концу года стоимости квадратного метра жилой недвижимости в городе Суммы. Друзья, ну, в общем-то, подробно вам рассказал о том, что произошло с недвижимостью. Напишите, может, у вас есть какие-то, так сказать, мысли на почему именно январь-февраль рост стоимости наблюдался в городе Суммы, прифронтовом городе. А также, друзья, вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячный обзор рынка недвижимости Украины и не только. Я и по Кипру работаю уже. Поэтому для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью и были в курсе, подписывайтесь, конечно же, на мой канал. Вы должны помнить, что данная информация может стать для вас компасом, ну или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. До встречи, друзья, в следующих моих видеороликах.